Всем привет! Я рад вас приветствовать на нашем канале. Как вы знаете, мы занимаемся ремонтом автомобильного концерна марки Great Wall Motors. И сегодня у нас пойдет речь о том, как в очередной раз, прошу заметить, человек купил, какую-то, мягко говоря, фигню. Значит, ситуация следующая. Хозяин приобрел автомобиль. Я уже не помню, то ли это трейд-ин был, то ли где. В общем, приобрел автомобиль, они поехали, куда-то он там планировал в отпуск поехать, значит, перед этим поехал, поменял масло. В общем, период эксплуатации был у него небольшой. Он проехался там какое-то определенное количество километров, немного, у него развалилась турбина. Он идет, покупает новую турбину, ставит ее, значит, проезжает еще какой-то небольшой период времени, и вторая турбина тоже начинает, тоже развалилась. Он приезжает, значит, по гарантии, так как интервал был небольшой, снимают турбину, ее разбирают, ему показывают вал, говорят, вот у вас вал после абразива, либо у вас стружка, либо у вас масляное голодание. Скорее всего, у вас, говорит, низкое давление масла. Он звонит нам, говорит, так и так, ребят, хотел бы записаться к вам на замену масляного насоса. Мы говорим, да, пожалуйста, приезжай, сделаем. И вот он приехал, смотрите, что мы там нашли. Собственно, вот он, наш автомобиль. Приехал все вот в таком состоянии. И, значит, здесь мы что видим? Турбина у нас уже снята, клапанная крышка снята. Это вот в таком виде. Все остальное лежит в автомобиле. Значит, проблема следующая. У человека уже дважды обламывала, дважды накрывалась турбина. То есть не обламывал даже, а дважды накрывалась турбина. Свистела со страшной силой. Вот, потекла тут у него клапанная крышка, как вы можете видеть здесь везде вот это вот Рейнс. Вот, не знаю, зачем это в таком количестве, ну да ладно. Вот, наша задача, значит, отремонтировать ему форсунки, потому что машина дымит. Отремонтировать турбину и заменить маслонасос. Потому что, скорее всего, проблема уже в низком давлении в маслонасосе. Но это сейчас мы доберемся, снимем, я уже покажу. Собственно, что мы здесь видим при первом осмотре, да? Поддон первый, поддон второй. Вот там вот уже сидят на незаводском герметике. Это уже говорит о том, что в этой заднице кто-то побывал. Не вижу маслонасос. Тоже какой-то герметик, но какой пока понять не могу. Вроде похоже на серый. Ну, ладно, сейчас снимем поддон, и уже все будет более-менее понятно. Я так думаю, что, скорее всего, здесь уже просто кончились вкладыши. Ну что ж, поддон мы сняли. Новости неутешительные. Вкладыши посыпались. Менять масляный насос здесь совершенно бесполезное занятие. Капиталка. Итак, ну что ж, хозяином было принято решение о извлечении и ремонте двигателя. Сейчас будем вытаскивать и дефектовать. Итак, добираемся, значит, до ГРМ. Видим следующую картину. Все в пыльце от ремня. При всем при том, что рабочая часть ремня достаточно свеже выглядит. Но вот здесь вот все вот в этой чме. То есть либо это пыльца от ремня налипает, либо клинит какой-то ролик. По роликам я бы не сказал, что какой-то ролик клинит, потому что это на них бы тоже видно было. Можно сделать вывод, что, скорее всего, это пыльца от ремня. Да, вот она даже стирается. Вот. Провернули тут, я не знаю, сколько раз, 10, наверное, коленвал. Вообще никакой метки на ремне не нашли. Кто это такой, никто не знает. Но я, в принципе, честно говоря, догадываюсь, кто это такой, судя по вот этим торчащим ниткам. Это за 800 рублей купленный ремень. Помпу что-то тоже пожрало. Ну, в общем, мог докататься и до печальных последствий. И не только бы в турбине было бы дело. Сейчас вот сняли ролик ГРМ. Значит, вижу следующую картину. Ролик определенно был перетянут.
Вот, как можете видеть, да, вальцовка здесь и вальцовка здесь. Зуб сломала, то есть он стоял под перекос, ролик. И можно наблюдать вот такую картину. Ну, что я могу сказать? Говёные ролики, так еще и кривыми руками установлены. Вообще замечательно. Вот сейчас разбираем. Ребята говорят, что, говорит, половина болтов вообще не затянута. Впускной коллектор не притянут, подушка двигателя не притянута. В общем, все весело. Вот сейчас я осматриваю постель. Вот перво-наперво. Здесь трещина. Постель умученная. Она и в голове такая же. В общем, валы еще спасутся полировкой, потому что валы все-таки чугун. Вот. А с постелями, с ГБЦ, скорее всего, замена, потому что это, ну, восстанавливать это все это станет дороже, чем стоит ГБЦ. В общем, короче, скинули мы голову. Во-первых, таких прокладок я отродясь не видел. Она аж в 4 листа. Во-вторых, она обмазана каким-то говном. В-третьих, блоку здесь однозначно плохо. В-четвертых, мотор получал по поршням. Здесь, я боюсь, уже все печально. Да, он надлом на форкамере. Долго это ходить не будет. Ну, в общем, вот это, конечно, это здесь кто-то основательно его вскипятил, этот мотор. И причем долго и упорно продолжал на этом ездить. Ну, что я могу сказать? Какой замечательный задний сальник коленвала. Не находите? Я вот думаю, может тоже начать мазать везде герметиком. Поршневую помазать герметиком. Ой. Собственно, сняли поддон. Что я здесь вижу? Штуны мененные. Причем я даже знаю, где брались эти штуны. И штуны эти нифига не оригинальные. Вот. Потом колено тоже, скорее всего, мененное, потому что выемка под шпонку для шестых. Надо будет его этим пробежаться, промерить вообще твердость его. Но что-то мне кажется, мы все ближе и ближе к тому, чтобы отказаться от затеи капиталки. И, скорее всего, повезем еще один мотор. Ладно, сейчас разберем и видим. Итак, ну что ж мы тут видим? Колено видно, что новое, но уже пожеванное. По вкладышам. Сейчас попробуем сфокусироваться. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Ну, тему сейчас разберем, и я покажу. Теперь здесь. Ну, от вкладышей не осталось ровным счетом ни хрена вообще. Да, удивительно. Ну вот мы сняли коленку. От вкладышей не осталось ровным счетом ни хрена. Центральную намотала на коленвал. Это вот мы сейчас сняли его. Он намотала. Здесь все выкрашило. Здесь такая же беда. Ничего хорошего мы не видим. И у меня есть очень большое сомнение по поводу коленвала. По причине того, что, говорю, выглядит оно визуально кривым. Это надо мерить, смотреть. Ну и что? Выдернули поршня. От антифрикционного покрытия не осталось ни хрена толком. При всем при том, что видно, что пробег был здесь сильно небольшой. Кольца в говно. В общем, здесь у нас на втором вообще, то есть ни с той стороны поршня ничего не осталось. Я так понимаю, что здесь все очень весело в этом моторе. Живого здесь не осталось, ровным счетом ни хрена. Ну, будем разговаривать с хозяином, принимать решение. У нас пришло два мотора. Для вас это были мгновения, для нас это было 2 месяца ожиданий. Сейчас мы приступаем к сборке, потому что у нас 2 автомобиля ждали эти моторы. Сейчас приступаем к сборке. Сегодня уже соберем оба мотора. Дальше тоже немножко покажу. Уже, в принципе, показывал, но сейчас еще кое-что расскажу. Итак, собственно, вот он наш двигатель. То есть это полностью оригинал. Все как и полагается. Что сейчас будет делаться? Здесь у нас при транспортировке немножко повредили эту штуку. Замяли. Ну, в принципе, нам по барабану. Потому что здесь все равно будет заглушка. Ничего страшного. Можно выправить. Теперь вот этот вот сосок мы сейчас выбьем. У нас в комплекте есть заглушечка.
Это под ЕГР. ЕГР на машине все равно не будет, поэтому это мы убираем. Значит, наша задача сейчас перебиваем вот здесь заглушку. Потом переделываем по аналогии с праворульными автомобилями. Вот здесь заглушку выбиваем, ставим штуцер. Естественно, сюда у нас пойдет новый датчик, новый вакуумный насос. Владельцы H5 прекрасно знают, как будет геморройно его поменять в случае, когда все это установлено, так как это стоит слишком близко к моторному щиту. Вот, значит, ну, естественно, все это сделаем. Здесь поставить термостат и прочее, прочее, прочее. Здесь у нас остается, значит, помпа. Ну, шкивы это родное будет все. ГРМ новый. Масло, фильтра. Ну, я говорю, сейчас будем собирать, я все это покажу. Турбина у нас здесь после ремонта. То есть, по факту, это будет очень даже новый мотор. Турбина после ремонта, форсунки после ремонта. В общем, ездить этот автомобиль будет теперь уже очень долго и очень счастлив, я думаю. И никаких проблем у нас с ним не будет. Итак, смотрите, здесь у меня уже подсобрано. Да, теперь моя задача какая? Мне надо проверить работу маслонасоса. Прокачать масло по системе перед первым пуском — это прям обязательная вещь. Да? Как это можно сделать? Вот теперь берем, допустим, в нашем случае шуруповерт, ставим и плавненько начинаем вращать. Вот, пошло сопротивление, начинаем понимать. Увеличиваем, оп, все, я прям чувствую сопротивление. До тех пор, пока у вас не начнет, грубо говоря, булькать из-под клапанной крышки. Вы это тоже услышите. Сейчас это менее заметно, просто я не могу и снимать, и собирать. В общем, система у нас уже прокачана, масло нигде не течет. Тоже убеждаетесь о том, что у вас масло нигде не течет. И теперь ваш мотор будет запускаться. Вот, слышно. Теперь ваш мотор будет запускаться уже не на сухую, а уже прокачанный маслом. Собственно, вот мотор мы уже подготовили к установке. В таком виде он будет внедряться в моторный отсек. Здесь все готово. Осталось теперь это все воткнуть на место, обвязать и запускаться. В общем-то, уже все почти закончили со сборкой. Нашли патрубок от фильтра до турбины. Ну, я думаю, еще походит, наверное. Можно поставить. Что? Ну, собственно, вот и все. Все жидкости залиты. Сейчас будем запускаться. Ну, собственно, вот и все. Сейчас заправляем расширительный бачок. Доустанавливаем тут шпильки на декоративную крышку. Ставим защиту, ставим кожух ГРМ. И на этом история с этим автомобилем закончена. Итак, значит, автомобиль мы отремонтировали. Ну, как отремонтировали? Мы просто поменяли. Изначально мы предложили хозяину два варианта. Либо капиталит, либо новый мотор. Хозяин сказал, говорит, давайте, говорит, купим новый мотор. Мы его заказали в Китае. Все, приехал, вот мы его поставили. Сейчас автомобиль крайне успешно передвигается по дорогам нашей страны. Единственное, что возник такой момент, где-то через неделю, наверное, может быть, через 2, после того, как автомобиль от нас уехал, он мне присылает фотографию, под машиной лужа масла. Я не в понятках такой. Я говорю, а масло-то хоть какого цвета? Он говорит, красноватое. То есть мотор сухой, в двигателе масло есть, антифриз на месте, красноватого цвета масло у нас либо гидроусилитель, либо коробка. Я говорю, осматривай коробку. Как раз он говорит, с пассажирской стороны. Владельцы дизельных пятерок прекрасно знают, что трубки, которые идут от коробки на теплообменник радиатора и на радиатор охлаждения, со временем начинают гнить. Гнить, и, естественно, они начинают ломаться. Из них течет масло. Я ему сказал, как раз у меня и было предположение, что, скорее всего, это трубки. Он говорит, я, говорит, посмотрел, вроде, говорит, везде все сухо, там посмотрели, говорит, но в коробке масла нету.
Я говорю, все, я понял. Вот он говорит, я, говорит, долил где-то 400 грамм масла, и все, масло больше масло больше у него не уходит. Ничего. Единственное, что я могу предположить, вероятно, от времени немножко подсох сальник, потому что машина стояла где-то в течение полугода, наверное. У нас она простояла что-то в районе 3 месяцев, пока мы ждали мотор с Китая. А, И, ну, до этого она у нее еще какое-то время стояла. То есть это предположение я не знаю, но масло было красного цвета, то есть это не моторное масло. Ну да ладно, не суть. Главное, что сейчас автомобиль благополучно передвигается, хозяин доволен, всему рад, чему рады и мы, естественно. Ну, а на этом все. Вот такой вот автомобиль вы можете себе приобрести сейчас. И, к сожалению, такая тенденция продлится еще долго. В связи с нынешними ценами на новые автомобили народ будет избавляться от машин, наверное, только в том случае, когда там уже совсем все плохо, а так будут стараться ремонтировать то, что есть. Ну, как бы тут по финансам у каждого свои возможности. Ну, в общем-то, вот и все. На этом я закончу наш рассказ. Ставим лайки, пишем комментарии. Всем всегда отвечу, всем всегда рад. Всем всего хорошего. Пока-пока.